Привет! Сегодня мы поговорим на такую тему, как пожизненный садесати. В прошлых видео мы уже разбирали с вами, что такое садесати, и то, что его пик, именно середина этого 7,5-летнего периода, приходится на тот момент, когда Сатурн входит в один и тот же дом с натальной Луной, то есть он находится в первом доме от Луны. И данное соединение, о котором я сегодня хочу поговорить, это когда у человека при рождении Сатурн находится вместе с Луной в одном доме. Также есть частичное соединение, когда Сатурн с Луной находятся в разных домах, но Луна, например, находится в знаках Сатурна или в его накшатре, и Сатурн находится или в знаке Луны, или в ее накшатре. Причем это мы рассматриваем как в главной карте D1, так и в Навамше D9. Поэтому в таком случае проявление этой комбинации Луны и Сатурна, да, они будут частичные, этого вот пожизненного садесати. И сегодня в видео я поговорю о положительных аспектах этого соединения, также и об отрицательных, и как можно использовать это положение, скажем, максимально, как можно сгладить его негативные проявления и найти, скажем, те самые точки опоры, найти силу и как это применять в своей жизни. Луна у нас является показателем того, как мы воспринимаем мир. Это показатель нашей эмоциональности, восприимчивости и в целом подсознания. И она похожа на воду. Это такая энергия, которая обтекает, которая приспосабливается к внешней среде, которая способна просочиться сквозь различные препятствия. То есть это такая адаптивность. Сатурн же наоборот, он подобен скале или камню. Он холодный, он ограничивающий, он тот, который сковывает, который дает такую непоколебимость, несокрушимость, неподвижность. Поэтому данное соединение, оно как бы замораживает, да, показатели Луны, тем самым влияя на в целом восприятие человека, как он воспринимает мир, и на его психическое, эмоциональное здоровье, или как он проявляет себя в этом мире, как он себя ощущает внутри. И это положение отчасти, если оно очень сильное, нет благоприятных каких-то аспектов, скажем, спасающих, да, например, аспект Юпитера, тогда это человек вот снежная королева, или когда у него внутри вечная зима, потому что это соединение дает определенную такую апатию, депрессивность, пессимизм, очень такую расчетливость, да, когда человек все просчитывает до мелочей, и когда он не способен выражать свои чувства или в целом достаточно холоден в своей эмоциональности и не способен давать теплоту окружающим, проявлять эмпатию, и то же самое по отношению к себе, да, он достаточно требователен, организован, иногда чрезмерно. Нужно понимать, что каждое положение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Это тоже про призму нашего восприятия и как мы работаем с теми комбинациями, энергиями, матрицами, да, которые в нас есть, и как мы их можем улучшить, как мы можем использовать эти сильные стороны. Давайте поговорим о положительных качествах соединения Луны и Сатурна. Прежде всего, это дает очень терпеливый характер, выносливость, причем ментальную. У такого человека очень хороший контроль ума, он умеет совладать и контролировать свои эмоции, свои чувства. То есть у него нет вот горячести ума, да, такой человек вряд ли будет действовать на эмоциях. Он будет, наоборот, очень вдумчивым, терпеливым, выносливым, будет все просчитывать. Это также дает глубокий внутренний мир и жизненную мудрость, душевное равновесие, так как есть хороший контроль эмоций, может проявляться потребность в покое, в уединении, потому что Сатурн как бы ограничивает Луну, тем самым такие люди, они восстанавливаются и хорошо в целом себя чувствуют в одиночестве. Это дает человеку аккуратность и осторожность. Чаще всего это консервативные взгляды на мир. И здесь это дает исследование законам и правилам общества, также привязанность к семье, к родителям, к семейным ценностям. И есть очень развитое чувство долга и ответственность.
как и в своей жизни, так и в своей деятельности. Поэтому в работе такие люди достигают чаще всего очень хороший результат. Это хорошее положение для того, чтобы становиться мастером своего дела или двигаться, да, вверх по карьерной лестнице. Еще это дает серьезность, методичность, внимательность к деталям, практичность. И иногда эта практичность может прослеживаться в чрезмерной экономии на себя, на своем питании, на своих жилищных условиях. Да? То есть как бы уже если уходить в негатив, то это определенная такая скупость. Из отрицательных проявлений этого соединения это дает болезненные чувство любых изменений в жизни. То есть человек такой реже хочет что-то менять, переезжать, путешествовать. В целом ему важно, чтобы все было спокойно и стабильно. И иногда они слишком долго сохраняют все как есть, боятся действовать, что-то менять. Еще это дает замкнутость, недоверчивость, и чаще всего это проявляется в взаимоотношениях с людьми и в браке. Поэтому здесь могут быть сложности в отношениях, потому что в том числе такие люди не подпускают очень близко к себе посторонних. И, например, как хороший метод гармонизации, да, человека с такой комбинацией, ему важно искать партнера, который сатурнианец, тот, который практичный, ответственный, серьезный, целеустремленный. И именно эти качества будут успокаивать человека, и он с таким сможет построить серьезные отношения. Замкнутость, недоверчивость, она может стать причиной того, что человек не вступает в серьезные отношения или в брак. Это может давать поздний брак и детей, или же если слишком проявлен практичный характер, тогда это брак по расчету. Это именно та ситуация, когда человек не руководствуется, скажем, своими чувствами, любовь на него вообще где-то там в списке. Прежде всего, это про практичность, да, насколько мне выгодно, например, вступать в этот союз. И еще это может проявляться в пессимистическом настрое в жизни, по жизни, то есть это и апатия может быть, и депрессия, какая-то внутренняя подавленность, холодность в общении. Иногда может давать размытое чувство долга, ответственности, скрытость, замкнутость, очень сильный самоконтроль, то есть это вот контролер. Также могут проявляться различные страхи и фобии. Это может быть и страх одиночества, незащищенности, трудности вхождения именно в взрослую жизнь или вживания в взрослые роли. То есть это определенная какая-то или инфантильность, или фиксация на детстве, особенно если были какие-то травмирующие ситуации. Данное соединение также может указывать на сложное, трудное детство, холодность в отношениях с матерью, недостаток тепла в семье, и нарушение традиций, уход от семьи, какая-то отчужденность. И если данное соединение есть в карте ребенка, тогда родителям очень важно следить и наблюдать за внутренним миром ребенка, за любыми его эмоциональными проявлениями, страхами, неуверенностями. И здесь важно не обесценивать все его чувства и переживания, давать ему необходимую поддержку, создавать очень принимающую, любящую атмосферу в семье, окружать его любовью, заботой, теплотой и работать с этими программами, да, которые у него есть, опять же, через создание определенной атмосферы в семье, тактика вашего воспитания и через доводы, аргументированные доводы, именно разговаривая с ребенком. Очень важно уделять ему внимание для того, чтобы рассказывать ему о его страхах, неуверенностях и, скажем, приводить факты, которые бы помогали ему осознать. Опять же, все зависит от возраста, да, но это могут быть и в игровой форме, и какие-то разговоры на примерах, чтобы ребенок понимал, что, возможно, его страх не имеет ничего под собой, и взращивать в нем чувство защищенности, безопасности, что с ним все хорошо, и ни в коем случае, вот, главное не обесценивать, да, любые его страхи, лучше обращать на них внимание, успокаивать, рассказывать и убирать, да, любые негативные, скажем, проявления, моменты, убеждения, которые у ребенка могут возникать. И лучше это все, конечно, делать в детстве, на самых ранних этапах
проявление, чтобы потом, когда человек уже вырастет, да, перейдет во взрослую жизнь, ему не пришлось снова работать с детством и все это поднимать, потому что все эти страхи и убеждения с самого детства, они будут формировать его судьбу, то, как он будет проявляться. Поэтому с самого детства важно его окружить и любовью, и поддержкой для того, чтобы он чувствовал внутреннюю гармонию, удовлетворенность и во взрослой жизни мог на это опереться. Из рекомендаций по данному соединению, если вы видите, что у вас очень много негативных проявлений, что можно сделать? Несколько таких важных моментов, которые подойдут каждому, но индивидуальные рекомендации уже можно будет получить непосредственно, изучая вашу карту, анализируя ваше положение и найти те самые советы, рекомендации, которые подойдут именно вам и будут работать в вашем случае. Но из общих это усиливать Юпитер. Именно Юпитер у нас отвечает за положительный, позитивный настрой, за жизнерадостность, за щедрость, за умение довольствоваться тем, что у нас есть. И в то же время Юпитер — планета мудрости и знаний, поэтому очень хорошо идти в саморазвитие, идти в психологию, работать со своим подсознанием, изучать духовные практики. Следующее — это делать медитации на раскрытие сердца, а именно медитации любящей доброты. Вообще работать с сердечной чакрой, взращивать и усиливать в себе любовь, теплоту, заботу, это вот больше про лунную энергию, и учиться экологично проживать эмоции и работать с подсознанием, вот, например, через регрессивную терапию, то есть выявлять сразу все негативные убеждения, которые у вас есть, и как бы перепрограммировать их на положительные, и избавляться от страхов, неуверенности, недоверчивости и фобий, которые заложились еще вот, скорее всего, в детстве или связаны с чем-то из прошлого. И еще для людей, у которых есть это соединение в карте, им очень важно избегать крайностей в питании. В целом для них тема ограничений в жизни важна. Нужно здесь рассматривать, в какой сфере, в каком доме эта энергия соединяется. И в целом, на какие сферы жизни она влияет. Но тема питания и здоровья важна, здесь нужен контроль. И важно вовремя посещать врачей, проходить лечение, обследование, в целом заниматься профилактикой и следить в особенности за состоянием кожи, зубов, пищеварительной, нервной и репродуктивной системы организма. В комментариях под этим видео поделитесь, если у вас есть данное соединение, как это отразилось на вашем характере или в вашей жизни. Если вы не знаете, есть ли это соединение в вашей карте, можете прислать данные рождения, время, место и дату, и я помогу вам его рассчитать. Надеюсь, это видео было для вас полезным, и до скорых встреч!